Привет, друзья! Приготовим с вами нежнейший шифоновый бисквит с ароматной вишневой начинкой. И не просто с вишневой начинкой, у нас будет прям торт вишня в вишне. Для бисквита нам понадобятся яйца, сахар, мука с разрыхлителем и немного растительного масла. Растительное масло я добавляю для того, чтобы бисквит был более сочный. Я сразу соединила яйца с сахаром и сейчас буду их взбивать до пышности и побеления и увеличения в объеме минимум в 3-4 раза. Вот такая вот воздушная белая масса у вас должна получиться. В среднем я взбиваю яйца не меньше 10 минут. Теперь добавляем все сухие ингредиенты. Здесь мука и разрыхлитель. Перемешиваем до однородности. Добавляем растительное масло. И тоже перемешиваем до однородности, но долго не мешаем. Буквально 2-3 раза и все. Подготовим кольцо для выпечки. Кольцо я использую 14 диаметра. Нам нужно сделать дно из фольги. Кольцо я ничем никогда не смазываю, потому что бисквиту нужно подниматься, а если вы смажете кольцо растительным или сливочным маслом, то он просто не сможет расти. Устанавливаем кольцо на противень, потому что если вы сразу нальете сюда тесто, вы потом не поднимете его и не переставите. И заполняем кольцо тестом. Бисквит у нас будет с вишней, поэтому я использую мороженую вишню без косточки. Нам ее необходимо перемешать с кукурузным крахмалом и уложить в бисквит. Некоторые вишенки прям утопите в бисквите. Ну а теперь отправляем наш бисквит в духовой шкаф выпекаться при температуре 165 градусов, режим вверх-вниз, примерно 30-40 минут. Как всегда, проверяйте готовность сухой зубочисткой либо деревянной шпажкой. Пока бисквит печется, приготовим с вами начинку. В начинку я буду использовать ту же вишню без косточки, в которую мы с вами добавляли кукурузный крахмал. Единственное, я добавлю сюда сахар. И теперь наша с вами задача уварить это все до загустения. На среднем огне увариваем до загустения и растворения сахара. Переложила вишню в другую посуду для того, чтобы она быстрее остыла. Ну и теперь сделаем с вами крем. Я всегда использую два вида сыра. Это творожный сыр и сыр маскарпоне. Мне очень нравится соединение этих двух сыров, потому что крем получается более сливочный и более такой, знаете, вкус напоминающий сливочное мороженое. Также у меня здесь сливки 33% и сахар. Крем готовится крайне легко. Все ингредиенты кладутся в единую миску и перемешиваются миксером до однородности. Вот такой плотный, однородный крем у вас должен получиться. Бисквит готов. Посмотрите, как он хорошо поднялся. Более чем в 2 раза. Проверяем его, конечно же, зубочисткой, либо деревянной шпажкой и убеждаемся в том, что он полностью готов. Бисквит постоял при комнатной температуре буквально 15 минут. Достаточно остыл, чтобы его можно было извлечь из кольца. Сначала я убираю фольгу. А теперь с помощью маленького ножа пройдусь между бисквитом и кольцом. Вы только послушайте этот звук. Разрежу бисквит на 3 части. Сначала обязательно снимаем макушку. Воспользуйтесь ножом, пилкой.
С ним очень удобно работать. Если вам удобнее работать со струной кондитерской, пожалуйста, приобретайте ее. Посмотрите, какой красивый бисквит внутри. Кстати, лучше перед разрезанием бисквит стабилизируйте в холодильнике. Так он будет легче резаться, нежели свежий бисквит. Свежий бисквит, он сильно крошится. Но в принципе можно и не стабилизировать. На вкусовых качествах это никак не отражается, а вот именно только на качестве резки. Разделяю примерно свой бисквит на 3 части и разрезаю на равные коржи. Ну теперь у нас все готово для сборки торта. Торт я буду пропитывать молоком. Молоко, если я использую магазинное покупное, то можно, в принципе, его не кипятить, потому что оно уже пастеризованное. Если вы хотите добавить сладости, то в молоко можно добавить шоколад, сгущенное молоко, либо сахар. Но я не буду добавлять ничего. Мешочек с кремом нам необходимо держать строго вертикально. Придавливаем к тортику и наносим слой крема. Далее делаем небольшой бортик и укладываем вишню. Кладем следующий бисквит. Пропитываем обязательно. Также укладываем крем. Делаем бортик. И закрываем тортик нижним коржом, нижней стороной вверх. Обязательно не забываем пропитать верхний корж. Ну а сейчас мы упакуем торт в пищевую пленочку и уберем в холодильник на стабилизацию. В таком виде тортик стабилизировать лучше всего целую ночь. Приготовим с вами крем для выравнивания торта. Готовится он тоже крайне легко и просто. Все ингредиенты перемешиваем миксером до однородности. Здесь у меня творожный сыр, сливочное масло и сахар. Взбивать нам необходимо до объединения ингредиентов. Крем получается достаточно плотный, вот такая вот масса. И сейчас эту массу мы с вами будем окрашивать. Я разделила крем на 2 части, и большую часть я сначала отбелю и потом окрашу в нежно-фисташковый оттенок. Другую часть мы окрасим в ярко-красный оттенок. И сразу что хочу сказать, такой крем можно окрашивать как водорастворимыми красителями, так и жирорастворимыми. Разницы никакой нет. Если вы возьмете порошковые красители или гелевые красители, тоже разницы никакой нет. И то подходит. Добавляю немного диоксида титана. А теперь все пробьем до однородности погружным блендером. Для того, чтобы хорошо окрасить крем, для того, чтобы не переборщить красители, я всегда откладываю маленькую часть крема и окрашиваю ее. И потом разбавляю с остальным. Добавим синего и желтого красителя совсем по одной капельке. И буду постепенно вводить в крем. Сделала оттенок поярче, для того, чтобы понемногу вводить в основной крем. Добавляю и перемешиваю. И вот такой вот легкий оттеночек зеленого у нас получается. Нежно-нежно
фисташково-мятный. А эту часть крема я окрашу ярко-красным цветом и, кстати, жирорастворимым красителем. Насыпала немного и перемешиваем. И вот такой вишневый оттенок нам как раз таки и нужен. 3 основных цвета, которые нам понадобятся для декора торта. Крем я сейчас уберу в холодильник, потому что пока я его мешала, он стал достаточно мягким. Я его немного охлажу, буквально 20-30 минут, и приступлю к декору торта. Торт у нас стабилизировался хорошо всю ночь, и сейчас мы можем его покрывать кремом. Я нанесу тоненький слой крема, чтобы запечатать крошечки. Для выравнивания тортиков обязательно пользуйтесь поворотными столиками. Это очень легко. Разглаживаю я крем палеткой, а вот выравнивать буду шпателем. Шпатель ставим ровно по отношению к подложке и под углом 45 градусов по отношению к торту. И потихонечку убираем лишний крем. Далее докладываю крем там, где необходимо. Обязательно перед каждым выравниванием хорошо убирайте крем со шпателя. Не надо прокручивать поворотный столик достаточно быстро. Делайте все не торопясь, и тогда результат будет отличный. Ну а сейчас, прежде чем делать рисунок на торте, я потренируюсь на тарелочке. Зеленым кремом я буду делать хвостики, а красным вишенки. Отрезаем буквально 3 мм от кончика кондитерского мешка. У нас должна быть маленькая дырочка. И стараемся ровно провести хвостики. Ну а теперь можно приступить к рисунку на тортике. Очень важно хорошо зафиксировать мешок. Держим его строго вертикально по отношению к торту. И рисуем хвостики. Ну а теперь нарисуем вишенки. Вот такой вишневый тортик у нас с вами получился. Ну а теперь посмотрим, что же у нас получилось внутри. Посмотрите, какой насыщенный вишневый тортик у нас получился. Ну что, друзья, не терпится увидеть ваши вишневые тортики. Ну разве не аппетитно?